Нино. Создается впечатление, что вы все время готовы и хотите рисовать, завидую. У меня проблема, я в голове рисую, задумываю композицию всего на свете, от деревьев и домов до натюрмортов, которые вижу, раскладываю по цветам, но как доходит до дела, нахожу миллион важных дел и не рисую. Бывало ли у вас такое, как посоветуйте с этим бороться? Спасибо. А зачем с этим бороться? Отложите это настолько, насколько нужно. Я отложил это не так надолго, на 15 лет. Когда я почувствовал, что хочу вновь вернуться, я взял и начал возвращаться. А зачем бороться? Значит, что-то не так. Но кино вам, например, не нравится с первых кадров. Ну, чего его смотреть? Или книжку читать? Зачем? Ну, ту, которая, как сейчас говорят, не заходит, не вштыривает, не вставляет. Читайте ту, которая вставляет. То есть критерий один. Вам лучше, когда вы делаете, вам переполняет вас, или наоборот. Если наоборот, не надо, отставить. Ну, пусть настоится коньячок. Друзья, что вы скажете? Давайте соберем различные мнения. Нино почитает и примет решение. К сожалению, сейчас зрителю как раз и нравится пастозная живопись. Чем больше плотности и текстуры, тем круче и моднее картина. Но это, конечно, не имеет никакого отношения к искусству. Вы знаете, что значит зрителю? Не бывает народ. Есть разные люди в этом народе. Без меня народ не полный. В Америке, например, совсем нет. Пастозная живопись. Я не заметил, что в части наоборот. Мне говорили галерейщики, что любят, чтобы все было выписано. У них особый стиль у американцев. Красиво все, но это не очень пастозно. Не всегда, во всяком случае. В этом вся и фишка. Зрителю как раз нравится. Зритель, поскольку разный, один подходит к вашей картине, а другие нет. И может быть таких других большинство. Нужно уметь научиться ждать того заветного принца на белом коне. А вы как, Золушка с туфелькой хрустальной. Кстати, как в хрустальные туфельки можно было ходить. И фея сказала, что они прям такие удобные, эти туфельки. Они же не гнутся. Вы представляете? Мозолина, наверное, она натерла. Танцуя вот это все. В присядку вот эти танцы. Вячеслав, покажите банку с краской, которую вы грунтуете свои холсты. Показываю. Елена Мурова. Привет, Слава, привет. Вы иногда используете коллаж и как его обыгрывание в цвете. Вот такая реплика. Коллаж всему голова. У меня же принцип поделить все на части и властвовать. На пятна имеется в виду, большие массы, да? Вот это слово «большие», оно 100 раз уже нависло на зубах. Но как дело доходит до дела, то проблема у многих возникает. И поскольку она возникает на живых классах и в видеоуроках, мы это очень детально обсуждаем. Я пытаюсь склонить вас, направить на то, чтобы на целостное видение. Этому видению может помочь, развитию этого видения может помочь коллаж. Кстати, возьмите из разной бумаги разноцветной, просто повырезайте всяких, по пятнам, пусть будет 10 пятен, и вы попробуйте хотя бы раз вырезать мотив из таких цветных бумажек. Можете их заранее покрасить, кстати. И вы посмотрите, как это целостно работает. Поищите разные коллажные эти сочетания. Это может дать такой толчок в вашей живописи. Во вчерашнем ролике зашла речь о цветах, о натюрморте. Очень было интересно с вами побеседовать об этом. Я прошу обратить внимание на этот урок в школе. Небольшая реклама.
Друзья, вам доступен 54-й урок «Цветы в пейзаже». Урок теоретический. Я разбираю 88 своих работ. Причем мотив, фотомотива и фотоработы. На мой взгляд, это самое действенное обучение, когда вы видите, что получается из мотива, на который вы смотрите. Как трансформируется в сознании художника видимая реальность и как создается новая реальность. Вы увидите, как сочиняется композиция. Я надеюсь, что этот урок будет очень полезен тем, кто любит писать цветы в пейзаже. Нужно построить структуру мотива, в котором вы видите цветы. Это не так просто, но возможно. 54-й урок «Цветы в пейзаже». Жесинок, у меня как-то знакомых художников, не выпустили из Грузии с этюдами. Все забрали на границе. Типа все, что написано в Грузии, остается в Грузии. Надеюсь, у тебя не возникало такого? Не возникало. Но я в Грузии там просто акварельный. Один раз я был. Акварельные у меня были в чемодане. Может быть, просто не дораздели меня таможенники. У кого возникали проблемы с выпуском из Грузии, с работами живыми, напишите, пожалуйста, это очень интересно. Мне кажется, это какое-то нарушение всех международных прав художника. Ну, такого не должно быть. Что значит написано в Грузии? Кто это написал-то? Не дядя же Вася, который там живет, а я, который выезжает оттуда. Как это поделить? Пополам хотя бы. Как это глубже тон? Можно наглядный пример привести. Глубже тон – это просто терминология такая, что, я не знаю, привык еще со Строгановки, нам так говорили. Глубже – значит темнее, но глубже. А легче – это значит светлее. Вот и все, очень все просто. Не надо тут мудрствовать. А Маралкин, я считаю, что картина от этюда отличается тем, что картина рассказывает историю, «Черный квадрат», например, да? Например, рассказывает очередной раз, как прекрасен этот мир. А этюд – это просто упражнение. Если вы просто пытаетесь запечатлеть цветовые отношения, это еще не картина. Бывает такое, что пристрелочный, например, вас вдохновил какой-то мотив, и вы так начинаете в деле, в небольших форматах, примериваться, изучать его и писать различные решения. И если по ним потом написано произведение, то все, что вы до этого написали, да, это может быть предварительные такие нашлепки, эскизы, этюды, по которым вы создали картину. Но может и такое быть, что художник так любит небольшой формат, что относится к каждой своей работе с бесконечным интересом и пристрастием и доводит ее до совершенства. Так что такое тоже возможно. Историю рассказывает картина. Я могу, например, я только про себя могу говорить, что я могу не рассказывать историю в картине и рассказывать историю в небольшой картине, да, малого формата. Или все наоборот. То есть история может быть и не во главе угла здесь, не главное совсем, а вот цвет, какое-то композиционное решение захватывает настолько, что ты пытаешься вписать эту красоту, вписку такую сделать в холст. И тогда это может приобрести очень большую ценность, без всякой истории. От сочетания, гармонического сочетания композиционного вот этих пятен цветовых может так вштырить вот это вот, вставить, что и не посмотришь, какого она формата. И в этом смысле формат не имеет значения. Если тебя как зрителя или как художника это волнует, взрывает, ну то какая разница, что тебя взорвало? Ведь некоторые марки собирают, там вот так усечка марка, а их взрывают так, что все, не могут без этого жить и тратить большие деньги на эту марку. Ну, чего уж говорить о живописи. Конечно, марка дороже. Друзья, вы не забывайте свою работу делать каждодневно. Ну, смотрите там какой-то вот мой ролик, поставьте там закорючку. Это ж польза каналу.
Предлагаю вам посмотреть сейчас еще одно кино. Называется «Как сочинить композицию» под номером 747. Счастливый номер. Ну, пока.